В этом году компания КТМ представила новинку, модель КТМ 890 SMT, которую трудно отнести к какому-то конкретному классу. Причем такое уже было. Еще в 2009 году КТМ создала концепцию туристического супермото 990 SMT, по сути приключенческого мотоцикла, ориентированного на развлечения. Теперь, спустя десятилетия после того, как эта оригинальная машина была снята с производства, идея вернулась и воплотилась в модели 890 SMT. Сочетающая в себе элементы 890 Adventure и 890 Duke, SMT имеет высокую посадку туристического мотоцикла и ориентированную на асфальт ходовую часть уличного бойца. Сердцем новинки является двигатель LC8, который дебютировал всего 5 лет назад, но он уже выпускается во втором поколении. Его увеличили с 799 до 889 кубических сантиметров, и он был движущей силой множества моделей от KTM, Husqvarna и CF Moto. А скоро в этом году его еще будут ставить на модели GAZ 900SM и 900ES. Рядная двойка выдает 104 лошадиные силы на 8000 оборотов в минуту и 100 ньютон-метров крутящего момента на 6500, что ставит его в один ряд с 890 Adventure. Однако это далеко не самый мощный вариант двигателя. У Duke R-версия мощностью 119 лошадиных сил, у версии 8 133 лошадиные силы. Так что двигатель обещает широкий спектр характеристик и мгновенный отклик на любой передаче в соответствии со стилем супермото SMT. Использование в подвеске компонентов VP не вызывает удивления, а 43-мм вилка Apex относится к той же линейке, что и 890 Duke и 890 Adventure. Однако они не идентичны. Вилка SMT и задний моноамортизатор обеспечивают 180 мм хода спереди и сзади. Это практически сопоставимо с 200 мм для стандартного 890 Adventure, однако превосходит хода подвески 890 Duke, у которого 140 мм спереди и 150 мм сзади. В общем, SMT находится между ними. Использование 17-дюймовых колес спереди и сзади, позаимствованных у Duke с резиной Michelin Power GP, вместе с радиальными четырехпоршневыми суппортами марки KTM и дисками диаметром 320 мм спереди, означает, что рулевое управление у SMT более острое, чем у Adventure. Эти тормоза оснащены наклонной ABS от Bosch, которая также установлена на многих новейших мотоциклах KTM. Плюс имеется настройка супермото, позволяющая блокировать заднее колесо, сохраняя антиблокировочную систему спереди активной. Как и следовало ожидать, у KTM 890 SMT есть множество режимов езды – дождь, улица и спорт с возможностью настройки трек, что обеспечивает большую адаптивность, а мощность регулируется системой контроля тяги на поворотах. Одной из новых опций является регулировка уровня торможения двигателем на пониженных передачах. Кроме того, за доплату может быть добавлен квикшифтер и круиз-контроль. Помимо этого, 890 SMT получил 5-дюймовую TFT панель приборов и полностью светодиодное освещение. В
В снаряженном состоянии, включая раздельный, как у Adventure, на обе стороны топливный бак объемом 15,8 литра, 890 SMT весит 206 кг, что примерно на 9 кг меньше, чем у 890 Adventure. Средний заявленный расход топлива 4,6 литра на 100 км. Высота по седлу 860 мм, дорожный просвет 227 мм. Учитывая тесную взаимосвязь, которую СМТ имеет с остальной линейкой 890, двигатели и шасси по сути-то общие, с некоторыми отличиями в технических характеристиках, неудивительно, что все варианты попадают в относительно узкий ценовой диапазон. Цена самого дешевого 890 Duke начинается с 13 300 евро, самого дорогого 890 Adventure R с 17 500 евро, а SMT будет находиться между этими моделями с ценником в 15 900 евро.